Он умер всего через 3 дня. Каменщик по имени Иван Кузьмич Рогов участвовал в реставрационных работах в Кремле в 50-е. Простой человек, без ученых степеней, без статуса, но он увидел то, что, возможно, не должен был видеть. Он показал археологам странную кирпичную кладку, находящуюся под фундаментом Кремля, и после этого внезапно почувствовал себя плохо. По официальной версии, сердечный приступ. Однако перед самой смертью он успел сказать своей дочери фразу, которая осталась с ней на всю жизнь. Под фундаментом Кремля нет ничего старше XVI века. Ничего, эта фраза была зафиксирована в служебной записке, которую позже изъяли из архива Министерства культуры. В начале 2000-х о ней узнали 3. Один уехал в Германию и отказался комментировать, 2 исчез. 3 согласился говорить, но только анонимно. Его слова «все, что мы считаем древним, построено максимум 500 лет назад». Вопрос не в теории заговора. Вопрос в том, что это признание совпадает с десятками других свидетельств, найденных по всей стране. И Кремль — лишь отправная точка этой странной цепочки событий. Дочь каменщика хранила кусок кирпича, который он когда-то принес домой, выломав его из кладки Успенского собора. И этот кирпич стал ключом к новой тайне, ведь его возраст оказался совсем не тем, каким должен быть. Но как одна фраза может изменить все восприятие истории? Оказалось, может. Особенно, когда ее подтверждают документы, которые исчезают, и дневники, которых никто не хочет принимать. Именно о таком дневнике пойдет речь далее. Москва, весна 1953-го. В самом центре столицы восстанавливают Успенский собор. Реставрационная бригада вскрывает фундамент, чтобы укрепить стены. Руководит работами инженер Петр Васильевич Комаров, профессионал, педант, человек, привыкший все фиксировать. Он ведет подробный дневник. И вот одна запись, датированная 23 апреля, обнаружили странность. Под основным фундаментом нет культурного слоя старше 15 века. Проверили 3. Геолог Иванов подтвердил, слоя нет. Это не была оговорка. Не было ни черепков, ни слоев золы, ни остатков древнейших построек. Просто пустота. Как будто до 15 века здесь ничего не существовало. Но ведь по официальной истории Успенский собор построен в 1475-м. Под ним должны были быть остатки более старой Москвы, а их нет. Внук Комарова пытался передать дневник в музей. Историки отказались. Ошибки, дневник не представляет научной ценности. Тогда он настаивал. Ему предложили встретиться с заведующим отделом, но встреча не состоялась. Через неделю дневник исчез из его квартиры. Следов взлома не было. Оставалось только короткое интервью, которое внук дал спустя годы. В нем он сказал: «Дед писал правду. Если он написал, что слоя нет, значит, его не было. А теперь никто не хочет об этом говорить. Почему научное сообщество избегает этой темы? Потому что Комаров был не единственным, кто это заметил. Похожие находки делались в других городах. В частности, под центром Петербурга. И это не просто отсутствие слоев, это что-то совсем другое. 90-е. Под Санкт-Петербургом прокладывают новую линию метро. Инженер Михаил Соколов, опытный специалист, сталкивается с тем, чего никак не ожидал. Вместо болотистого грунта, остатков старых построек или следов деревенских поселений, под землей оказались огромные пустоты. Коридоры, залы, кирпичные, четкие, без малейших следов использования, чистые, пугающе чистые. Кирпич был странным. Он не походил ни на царский, ни на советский. Почти идеальный, стандартизированный, машинной формы. Соколов знал, что на такой глубине не может быть ничего советского. Туда никто не опускался. И по технологии это явно не доиндустриальное производство. Он сделал фотографии. Передал в археологический институт. Ответ пришел короткий. Объекты не представляют исторической ценности. Вероятно, остатки технических коммуникаций советского периода. Соколов знал, это ложь. Он поднял этот вопрос на совещании, за что получил предупреждение. Не отвлекаться от основной задачи. Пустоты замуровали, Соколов уволился, вскоре исчез. Последний раз его видели в 2001-м. Фотографии остались. Их видел независимый исследователь Андрей Степанов. Он показал их пожилому археологу, который произнес фразу, запавшую в память. «Этот кирпич не ручной, это машинная кладка. Такую в России начали делать только в XIX веке. Но это явно старше. И снова перед нами технологический парадокс. Глубина говорит об одном времени. Технология о другом. Кто же тогда это построил? И главное, зачем? А ведь похожая история произошла в другом городе, гораздо раньше. Но там странность касалась не архитектуры, а керамики.
Если вам интересно, что скрыто под слоями нашей истории, не забудьте подписаться на канал, здесь мы раскроем еще больше тайн. А если вам нравится то, что мы делаем, поддержите проект через донат. Ссылка в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране. Помогите нам рассказать о том, что скрыто за кирпичами и тайнами, пока у нас не забрали все записи. Когда археологи вскрывают слои, они ждут определенного порядка. Человек тысячелетиями оставлял следы жизни, золу, глиняные черепки, остатки жилищ. Все это ложилось слоями, один поверх другого. Чем глубже, тем древнее. Все логично. Пока не находится слой, в котором эта логика нарушается. Москва. Реконструкция Красной площади. Археологи изучают участок под брусчаткой. Все идет по плану. Керамика 15-16 веков. Остатки фундаментов. Но на глубине находят странный слой. Ниже 15 века, значит, должен быть старше. А керамика в нем выглядит современной. Ровная, глянцевая, аккуратная, такая, какую научились делать только в последние века. Образцы отправляют на анализ. Ответ – технология соответствует X веку. Но как такое возможно, если слой лежит глубже 15 века? Руководство экспедиции не хочет поднимать шум. В официальных отчетах об этой находке не упоминается. Участница раскопок Ольга Крылова после выхода на пенсию рассказывает об этом племяннице. Та записывает рассказ на диктофон. Перед смертью Крылова говорит: «Я всю жизнь занималась археологией, и я знаю, что-то не так с нашей хронологией, но система не дает об этом говорить». Эта запись — единственное, что осталось. И она перекликается с другим, куда более системным разбором, с новгородской дендрохронологией. Именно она стала базисом хронологии всей древнерусской истории. Но и в ней не все так просто. Новгород — старейший город России. Археологическая школа здесь — эталон для всей страны. Именно отсюда пошли первые берестяные грамоты, датированные официально X веком. Их нашли в слоях, датированных методом дендрохронологии, анализа годичных колец деревьев. Метод считается почти неоспоримым, но математик Анатолий Фоменко в 70-х провел повторную проверку шкалы. И заметил, в ней есть сомнительные стыковки, совпадение колец можно трактовать по-разному. Климат цикличен, и одна и та же последовательность могла повториться через столетия. Фоменко предложил альтернативную интерпретацию. Слои, считавшиеся X веком, могут быть гораздо моложе. Он предположил, не древнее 15-го, его не стали слушать. Назвали дилетантом, публикации прекратились. Но даже если его теория о новой хронологии и спорна, критика дендрошкалы осталась без ответа. Если слои Новгорода действительно моложе, значит и все находки в них не такие древние, как кажется. И значит, все здание нашей истории может быть построено на неверной дате. Но иногда историю подтачивают не только кольца деревьев или керамика, иногда кирпич, тот самый, который не должен существовать в своем времени. Киев, 1960-е. На территории Софийского собора проводятся масштабные реставрационные и археологические работы. В одном из шурфов археологи вскрывают основание древней стены, относимой к XI веку. Все как положено: глубина, стратиграфия, датировка. Но один из участников экспедиции, молодой инженер Александр Павлюченко, обращает внимание на качество кирпича. Он слишком правильный, грани ровные, как с завода, глина спрессована плотно. Это не архаичная кладка, какой она должна быть у строителей XI века. Он берет один кирпич на анализ в лабораторию при Киевском политехе. Результат – состав соответствует промышленному производству XIX века. Это вызывает внутренний конфликт в группе. Старший археолог требует не придавать значения анализу, вероятно, поздний ремонт. Но по всем признакам это не вставка, не реконструкция. Это основание, скрытое в самом древнем слое. Павлюченко продолжает копать. Буквально. Он находит второй кирпич с маркировкой, похожей на клеймо. Исследование показывает, что подобные клейма начали использоваться только в XVIII веке. Он делает доклад. Вскоре его переводят в другой институт. От его имени в журнал выходит опровержение первоначальных выводов. Но Павлюченко утверждал, что не писал его. Спустя несколько лет он уезжает в Канаду. Последнее интервью он дал украинскому журналисту. В нем сказал: «Если наши фундаменты современные, то что тогда вообще старое?» Эта находка была далеко не единственной. Один из самых известных и тщательно изученных памятников Владимира Суздальской Руси также вызывает массу вопросов. Владимир. Середина XX века. Проводится обследование знаменитых Золотых ворот, памятника, официально построенного в середине XII века.
Особенность ворот — облицовка из белого камня. Она тщательно подогнана почти без швов. Камень гладкий, отшлифованный, с идеальной посадкой на известковом растворе. Все это выглядит слишком точно для технологий XII века. Военные инженеры, осматривавшие ворота после войны, сделали вывод: уровень обработки и точности сравним с техникой XIX века. Один из инженеров, Сергей Ширяев, фиксирует это в отчете. Там же он указывает, что в некоторых местах между камнями заделан не раствор, а цемент. А цемент, как известно, в Европе начали массово использовать лишь в XIX столетии. К Ширяеву отвечают: ошибка, возможно, реставрация, но цемент оказался под внешними слоями в недоступных для поздней вставки местах. Стены, якобы построенные в XII веке, содержат в себе материал, появившийся через 7 веков. Инженер делает снимки, передает их в научный архив, в 90-е часть архива исчезает. Ширяев рассказывает об этом в интервью журналу «Архитектура и строительство», после чего надолго уходит из публичного поля. Сегодня официальные источники избегают обсуждать этот эпизод. Но специалисты, работавшие на реставрации ворот в 2000-х, неофициально признают: качество швов и подгонки камней выглядит неестественно высоким для предполагаемого времени строительства. Именно такие детали, когда технология опережает хронологию, заставляют пересматривать устоявшиеся версии. Иногда такие открытия появляются не из глубин подземелий, а с древней пластиной, найденной в храме. Суздаль — спокойный провинциальный город с тысячелетней историей. Однажды при ремонте старинного собора рабочие находят за штукатуркой бронзовую пластину. Она небольшая, размером с ладонь. На ней резьба, треугольник с глазом, циркуль, буква G, стилизованные колонны. Узнаваемая масонская символика. По легенде, пластину забрал настоятель и передал в местный музей. Там ее изучили, но вскоре переместили в запасник. Публично об этом не сообщили. Однако через несколько лет упоминание об этой находке просочилось в один из архивных отчетов, и она стала известна историкам-альтернативщикам. Смущает не только символика, но и место находки. Пластина находилась в замурованной нише вкладки, относящейся к XVI веку. Масонские знаки, согласно распространенной версии, появились в России только в XVIII. Откуда они в Суздальском храме? Скептики утверждают: возможно, поздняя вставка. Но технологический анализ показал: бронза той же природы, что и прочие литые элементы этого времени. И главное, следов вскрытия кладки не было. Исследователь Николай Линник утверждал, что видел схожую символику в других провинциальных церквях. Только там ее быстро замазывали или уносили. Он сделал несколько фотографий, которые позже стали частью его частной коллекции. После публикаций в сети к нему стали проявлять интерес неизвестные люди. В интервью он сказал: «История масонов в России гораздо глубже, чем мы думаем. Возможно, они стояли у истоков самой архитектуры, которую мы называем древнерусской. Но есть вещи, которые пугают даже больше. Например, карты. Те самые, которые должны были бы все объяснять, но вместо этого вызывают только больше вопросов. В музейных архивах хранятся десятки старинных карт. Некоторые из них датируются XVI и XVII веками. И вот парадокс. На части этих карт Москва изображена как малозначительный пункт, в то время как другие, второстепенные по современным меркам города, представлены как крупные центры. Например, карта Абрахама Артелия, составленная в XVI веке. На ней Москва обозначена мельче, чем Тверь, а Псков и вовсе выглядит как главный узел региона. Почему? Ведь согласно официальной истории, уже к началу XVI века Москва была мощным политическим центром. Некоторые карты вовсе не содержат обозначения Кремля. Или же показывают его в виде простого прямоугольного укрепления, без храмов, башен и соборов. Это не соответствует археологическим данным и визуальным описаниям. Исследователь Игорь Горбачев сравнил десятки таких карт. Он пришел к выводу: визуальные представления Москвы до XVII века кардинально отличаются от того, что принято считать. Он задает неудобный вопрос: если карты рисовали современники, почему же на них нет того, что, по мнению историков, уже существовало? Историки отвечают: ошибки, искажения, несовершенство источников. Но когда искажения повторяются из карты в карту, из века в век, это уже система. Где же реальность? Быть может, и другие известные нам города выглядят совсем не так, как мы думаем. И начнем мы с самого древнего — Рима. Рим — город, который называют вечным, колыбель цивилизации. Но почему в Риме почти нет целых античных построек? Все, что мы видим сегодня — руины или реконструкции.
Колизей, Пантеон, Форум – все они либо восстановлены в XIX веке, либо отстроены с нуля на старом фундаменте. Историк Джеймс Бронсон в середине XX века провел исследование. Он попытался сопоставить описание Рима из текстов I-V веков и реальные объекты. И вот нестыковка. Здания, упомянутые как гигантские дворцы, на деле крошечные. Дороги, называемые широкими магистралями, на деле узкие переулки. Особенно странно выглядит карта Рима времен поздней империи. Согласно ей, центр города должен быть многоуровневым. Но археологические раскопки не показывают следов этих уровней. Архитектор Филиппо Джеронимо, изучавший подземный Рим, обнаружил многоуровневые туннели, но все они построены в XIX веке. Так когда же был построен Рим, который мы видим сегодня? И почему вся античность оказалась восстановленной за последние 200 лет? Это приводит к куда более взрывной гипотезе. Возможно, не только Москва или Петербург, но и вся Европа построена гораздо позже, чем принято считать. И одним из самых поразительных тому примеров является следующий город. Официально Санкт-Петербург основан Петром I в 1703. Но вот странность. При строительстве метро и прокладке инженерных коммуникаций под городом неоднократно находили глубокие подземные сооружения. Причем построены они из кирпича, обработанного камня и с архитектурой, совершенно не соответствующей началу XVIII века. В 1960-х инженер Виктор Зуев задокументировал случай на Васильевском острове. Рабочие вскрыли подземный зал с кирпичной аркой, уходящей дальше, чем проектная глубина. На стенах кованые элементы, остатки лепнины, все было похоже на фрагмент здания, погребенного под слоями грунта. И самое удивительное, слой, под которым это находилось, был сформирован не позже 60-го года XIX века, то есть задолго до планируемого углубления улиц или реконструкций. В архивах сохранились письма инженеров метростроя, в которых говорится о регулярных находках лишних этажей зданий под землей. Их приказано было заливать бетоном или использовать как опору. Но зачем в новом городе такие масштабные подземные уровни? И почему об этом нет ни слова в хрониках строительства? Исследователь Аркадий Сидоров находит в архивах строительные чертежи Питера XIX века. Некоторые дома изначально проектировались с подземными входами и нижними этажами, которых сегодня не видно. Их как будто закапали, а теперь главное, на старейших картах города начала XVIII века уже отмечены целые кварталы. Но как такое возможно, если город якобы только что построили? Если Петербург был реконструирован, а не основан, значит, кто-то жил здесь до нас. А что, если таких античных городов гораздо больше? Пора взглянуть на памятники, которые мы считаем символами древнего мира. Многие считают Колизей, Акрополь, храмы Баальбека подлинными античными памятниками. Но если начать изучать историю их реконструкции, возникает множество странностей. Например, Акрополь в Афинах в начале XIX века выглядел как каменный холм с грудами развалин. Британцы, прибывшие туда в 1802, описывают, что здания почти неразличимы. Тем не менее, уже к середине XIX века на месте руин вырастают те самые мраморные колоннады, которые мы знаем сегодня. Официально это реставрация, но на каких чертежах она основана? Большинство так называемых античных построек восстанавливались по гравюрам XVI-XVII веков. Иногда по художественным картинам, то есть достоверного описания оригинального облика не существовало. Аналогично в Риме. Колонны Форума, Пантеон, Термы – все это подвергалось многократным переделкам. Некоторые здания буквально собирались по кусочкам, как конструктор. Фундамент – один, колонны, другие, фронтон – третий. Археолог Паоло Гриссини утверждал, что более половины античных объектов Рима были отстроены в XIX веке. В своих лекциях он называл это археологическим театром, когда под видом руин создается образ прошлого. Если это действительно так, то выходит, что вся античная архитектура Европы — современная декорация, созданная для закрепления определенной версии истории. Но есть один памятник, история которого особенно ярко демонстрирует подмену. Парфенон — символ античной Греции, мраморный храм, возвышающийся над Афинами. Но как выглядел он до реставрации? Ответ неутешительный, как груда обломков. В 1805-м британский дипломат лорд Элгин вывозит из Греции десятки фрагментов скульптур и колонн. То, что осталось — развалины, почти полное разрушение. На старых гравюрах храм выглядит неузнаваемо. Стены провалены, крыша отсутствует, колонны раскрошены. Тем не менее, к концу XIX века Парфенон восстанавливается до своего величия. Как?
Кто принял решение, каким он должен быть, по каким источникам проводилась реконструкция? Историк Алан Харрис пишет, реконструкция Парфенона — это архитектурная фантазия на тему античности, выполненная в викторианском стиле. Он сравнивает архитектурные элементы с британскими образцами и находит прямые совпадения. Особенно в деталях: углы колонн, лепнина, орнаменты. Скептики возражают, мол, сохраненные части просто воссоздали по образцу. Но археологи XX века нашли под фундаментом следы более грубой кладки, не соответствующей мрамору. Это может говорить о том, что в античности здесь стояло совсем другое здание. Схожие сомнения вызывает и храм Артемиды, и храм Аполлона в Дельфах. Все они были разрушены, а затем воссозданы по модели, принятой лишь в последние века. Значит ли это, что античность — это вымысел, материализованный архитекторами XIX века? Если даже архитектура — фальсификация, что говорить о картах, на которых показаны невозможные для своего времени объекты? XVI век. Турецкий адмирал Пири Рейс составляет морскую карту. На ней западное побережье Африки, Южная Америка и Антарктида. Только вот есть проблема. Континент изображен без ледового покрова, с горным рельефом, который сегодня скрыт подо льдом толщиной в мили. Официальная наука утверждает, подобное знание стало возможно лишь в XX веке после геофизических исследований. Откуда тогда такая точность в карте XVI века? Американский профессор Чарльз Хапгуд в середине XX века выдвинул гипотезу. Карта Пири Рейса основана на древних источниках, которые утеряны. Он предположил, что когда-то существовала высокоразвитая цивилизация, обладавшая географическими знаниями, превосходящими эпоху Возрождения. Эта идея вызвала бурю споров. Скептики говорили: совпадение, вымысел, ошибка. Но затем стали появляться другие карты. Аронтия Финея, Жака де Вокансона, и снова Антарктида, снова горы. Снова очертания, невозможные для своего времени. Некоторые фрагменты этих карт соответствуют современным спутниковым снимкам. А на карте Герарда Меркатора видно очертания Гренландии без ледяного щита. Как такое возможно, если, по данным науки, эти регионы были покрыты льдом десятки тысяч лет? Сторонники альтернативной хронологии считают эти карты прямым доказательством того, что в прошлом существовала развитая картографическая школа. Но если это так, где следы ее работы? Где сами носители этих знаний? Может быть, они оставили нам больше, чем карты. Возможно, они оставили артефакты, которые мы пока просто не можем объяснить. Иногда археологи находят то, что не укладывается в официальную шкалу времени. Один из самых известных случаев — так называемый лондонский молоток. Найденный в 30-е в Техасе, он оказался в толще горной породы, якобы возрастом более 100 миллионов лет. Но сам молоток явно промышленного производства. Деревянная ручка, железная головка, ровный отлив. Он не мог быть создан до индустриального века, но оказался в геологическом слое, старше всей человеческой истории. Другой случай — так называемая небесная шестеренка, найденная на Урале. Маленькая металлическая деталь, похожая на фрагмент механизма. Возраст породы — десятки тысяч лет. Материал — алюминиевый сплав, который не должен существовать до XX века. Ученые объясняют такие находки вкраплением современных предметов в старые слои, но механизм этого вкрапления никто толком не описывает. А когда подобных находок становятся десятки, возникает вопрос: может быть, не предмет попал в старый слой, а возраст слоя определили неверно? Некоторые предметы из музейных фондов официально признаны внеисторическими. Их не выставляют, не публикуют, а хранят в отдельных хранилищах. Сюда же относят камни с надписями, фрески с изображениями людей в современной одежде, монеты без следов времени. Все эти предметы, если принять их за подлинные, означают одно: история нелинейна. В ней есть провалы, сбои, а, возможно, и циклы. Но все начинается с текстов. Тех самых, которые мы считаем античными. Когда мы говорим о древности, чаще всего ссылаемся на тексты, летописи, манускрипты, трактаты. Но если копнуть глубже, возникает тревожная закономерность. Подавляющее большинство античных и средневековых текстов дошли до нас только в виде поздних копий. Например, труды Платона, Аристотеля, Геродота, Тацита — все они переписаны монахами в XIV-XVI веках. Подлинники утеряны, копии написаны с интервалом более 1000 лет. Как можно быть уверенным в достоверности таких текстов? Исследователь Роберт Бауэр в середине XX века провел анализ лексики и структуры античных текстов и сравнил их с образцами ренессансной латыни.
Результат — совпадения слишком высоки. Он предположил, что некоторые античные труды были написаны задним числом, как идеологическое обоснование новой системы знаний. Особенно показателен случай с историей Геродота. Долгое время считалось, что она дошла до нас напрямую. Но позже выяснилось, что полный текст появился только после издания трудов венецианской типографии в XVI веке. Откуда они взяли исходник, неизвестно, аналогично с русскими летописями. Самые ранние из них, вроде «Повести временных лет», также известны только по поздним спискам. Нет ни одного подлинника, датируемого ранее XV века. Это создает тревожную ситуацию. Наша историческая память основана на документах, подлинность которых невозможно проверить. Мы верим в их древность, но у нас нет доказательств, только интерпретации. И чем больше в истории интерпретаций, тем легче ее переписать. Когда исчезают подлинники, остаются реконструкции, и история — одна из самых массово реконструируемых наук. Проблема в том, что в основе этих реконструкций часто лежит не наука, а политика, идеология и культурный заказ. В XIX веке национальные государства Европы начали формировать свои исторические нарративы. В этот период создаются главные учебники, пишутся фундаментальные исторические труды, открываются археологические музеи. Именно тогда массово систематизируются древности, классифицируются памятники, описываются эпохи. Но кем? Историками, которые зачастую работали по государственному заказу. Например, в Германии историк Леопольд Ранке был приближен к прусской элите. В России Николай Карамзин писал историю государства российского по заказу Александра I. Французская историческая школа также была тесно связана с проектом формирования национальной идентичности. Реконструкция прошлого часто шла по принципу «подгонка фактов под нужный нарратив». Не укладывается в концепцию — убираем, не сочетается с источниками — обнуляем. Археологические находки, не вписывающиеся в версию, объявлялись ошибочными. Архитектура реставрировалась, как было задумано. Исторические даты подгонялись под каноническую шкалу. Так и строилось прошлое, не как объективная реальность, а как картина, необходимая для легитимности настоящего. Но что, если в этом процессе была допущена ошибка или сознательная фальсификация? Мы привыкли считать, что живем в 2025-м от Рождества Христова. Но откуда такая точная уверенность? Историк и математик Исаак Ньютон в своих работах писал о несоответствиях между астрономическими событиями и хронологией. Еще дальше пошел француз Жозеф Скаллигер, который создал универсальную хронологию в XVI веке, сопоставляя библейские даты с историческими эпохами. Именно его труды легли в основу современной системы датировок. Однако уже в XIX веке возникли сомнения. Русский ученый Николай Морозов проанализировал затмения, описанные в исторических источниках, и сравнил их с реальными астрономическими событиями. Итог. Часть дат не совпадает. Например, затмение, описанное в повести временных лет, никак не могло произойти в обозначенный период. А затем пришла Григорианская реформа календаря. В 1582 папа Григорий XIII убирает 10 дней из календаря, чтобы синхронизировать год с астрономическим циклом. Но за этими 10 днями могли стоять и более глубокие изменения. Некоторые исследователи предполагают, возможно, была утеряна или удалена целая эпоха, от 100 до 300 лет. Если так, то наше настоящее может быть моложе, чем кажется, и вся история последних 2 тысячелетий может быть лишь наслоением. Николай Фоменко, математик из Москвы, в конце XX века предложил радикальную гипотезу. Вся известная история человечества до XV века сфальсифицирована. По его версии, Древний Рим, Греция, Византия — это дубли одной и той же цивилизации, размноженной в текстах. Он опирался на математические методы, статистический анализ текстов, частотность имен, повторяющиеся сюжеты. Его команда нашла десятки параллельных биографий в разных эпохах. Имена, даты, события совпадают слишком точно, чтобы быть случайностью. Согласно его версии, в реальности человеческая цивилизация начала формироваться не ранее XV века, а все, что было до, это результат составления истории задним числом, чтобы заполнить пустоту. Фоменко критикуют. Его обвиняют в ненаучности, но многие его выводы основаны на официальных данных. А главное, он не одинок. В разных странах появляются независимые исследователи, замечающие те же совпадения, расхождения, подмены. Хронология — основа истории. Если она нарушена, рушится все здание.
И тогда возникает закономерный вопрос. Если наша история моложе, чем кажется, то что было до нее? На высоте больше 2400 метров над уровнем моря, среди облаков и гор, скрывается загадочный город Мачу-Пикчу. Этот древний город, построенный инками в XV веке, долгое время оставался заброшенным и неизвестным для внешнего мира. Хотя его существование было под вопросом, археологическая экспедиция в 1932 году привела к его открытию. Но как инки смогли создать такой грандиозный комплекс в таком удаленном и труднодоступном месте? Лишь небольшая часть города была исследована, когда ученые начали обнаруживать его тайны. Строения, выполненные из идеально подогнанных камней, уверенно стоят на своем месте уже почти 500 лет. При этом ученые до сих пор не могут объяснить, каким образом инки добывали такие огромные камни и транспортировали их на такую высоту. Мачу-Пикчу стал символом достижения инков, но также и символом многих нерешенных вопросов. Одной из загадок является его назначение. Существуют различные теории. Одни предполагают, что это была религиозная обитель, другие утверждают, что город был резиденцией правителей инков. Большинство уникальных сооружений, таких как Храм Солнца и Звездная обсерватория, подтверждают религиозное значение места. Однако отсутствие письменных источников делает невозможным окончательное определение его роли. Не менее интригующим является то, что Мачу-Пикчу был заброшен около 16 лет, прежде чем испанские конквистадорс достигли региона. По одной из версий, появление европейцев привело к эпидемии, которая опустошила местное население. Около 80% инков погибли от болезней, привезенных колонизаторами. Это могло объяснить, почему город остался заброшенным, несмотря на свою стратегическую значимость. С каждым новым исследованием археологи находят все больше фактов, которые ставят под сомнение привычные представления о городе. В 1918 году был обнаружен уникальный набор террас, которые использовались для сельского хозяйства. Это открытие дало понять, что инки не только строили величественные храмы, но и умели эффективно использовать окружающую среду для обеспечения своего существования. Далеко не все загадки Мачу-Пикчу удалось разгадать, где находились пути, которые связывали его с другими городами инков. Как именно функционировала система водоснабжения? Ученые продолжают исследовать руины, но каждый год открываются новые тайны. Удивительные находки, такие как мумии, изделия из золота и керамика, продолжают будоражить умы исследователей. На данный момент Мачу-Пикчу является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей мира. Каждый год сюда приезжают тысячи людей, желающих прикоснуться к истории и разгадать ее загадки. Но выступая на фоне величественных гор, Мачу-Пикчу остается сильным напоминанием о том, что даже самые могущественные цивилизации могут быть забыты, и что земли хранят тайны, которые ждут своего времени, чтобы быть раскрытыми. Среди густых джунглей Гватемалы скрыт еще один загадочный город – Тикаль. Его величественные пирамиды поднимаются над деревьями, создавая эффектный контраст с зеленью тропического леса. Тикаль был процветающим центром цивилизации майя с 1980 года до нашей эры до IX века нашей эры. Однако его полное исчезновение осталось загадкой для археологов. Раскопки в Тикале начались в XIX веке, когда исследователи наткнулись на его заброшенные руины. Каждый новый слой земли приносил удивительные находки, каменные таблички, резные изображения, остатки древних сооружений. Особый интерес вызвал храм Игона, высотой более 70 метров, на вершине которого археологи обнаружили ритуальные предметы, которые указывают на сложные религиозные практики майя. Однако по мере дальнейших раскопок стали возникать вопросы. Почему такой процветающий город вдруг пришел в упадок? Загадки, окружающие исчезновение Тикаля, стали основным предметом исследований. Существуют теории, связывающие его падение с изменением климата. Исследования осадков показывают, что в течение десятилетий в регионе наблюдались длительные засухи, что могло привести к нехватке воды и продовольствия. В условиях кризиса начинаются конфликты за ресурсы. Анализ находок также указывает на внутренние распри среди правящих элит. Важные ритуалы, возможно, были связаны с политической борьбой и борьбой за власть. В некоторых находках обнаружены следы насилия, что наводит на мысль о том, что социальные конфликты могли усугубить ситуацию. Город, когда-то полный жизни, в скором времени мог оказаться под угрозой разрушения из-за нестабильности внутри общества. Следы древней архитектуры и символики, найденные в различных частях города, указывают на то, что Тикаль имел сложную структуру управления.
Ученые предполагают, что правители могли использовать религию как инструмент для контроля. Однако нестабильность и экономические проблемы стали причиной потери поддержки населения. Восстания и недовольство растут, создавая идеальные условия для упадка. Каждое новое открытие добавляло новые слои к пониманию Тикаля. В 1970 году были найдены остатки более тысячелетней статуи, изображающей бога дождя. Это открытие подтверждало, что религиозные верования были неотъемлемой частью жизни майя. Но чем больше археологи узнавали о Тикале, тем более мрачным становился его образ – город, где человеческие амбиции встречались с природой, и в конечном итоге их столкновение приводило к катастрофе. Тикаль стал символом хрупкости человеческой цивилизации. Исследования продолжаются, и каждый год археологи находят все больше доказательств о том, как эта цивилизация, когда-то цветущая и могущественная, пришла к своему концу. Но джунгли все еще хранят свои тайны, ожидая, когда кто-то снова заглянет в их недра, чтобы раскрыть забытые истории о потерянном городе, который мог бы рассказать о своих жителях и их судьбах. В глубинах Атлантического океана обнаружены подводные структуры у берегов Багамских островов, которые могут быть частью затопленного города Атлантида. Платон описал этот мифический город как высокоразвитую цивилизацию с технологиями, недоступными большинству народов. Он утверждал, что Атлантида внезапно исчезла, поглощенная морем. На протяжении веков исследователи пытались найти ее следы. Недавние подводные съемки показали правильные геометрические формы, которые ставят под сомнение их естественное происхождение. Ученые начали углубленные исследования, направленные на идентификацию обнаруженных структур. В процессе раскопок были найдены артефакты, такие как керамика, датируемая тысячами лет назад, что указывает на возможность существования здесь развитой цивилизации. Раскопки продолжаются, но вместе с новыми находками возникают и вопросы. Почему эти структуры находятся на таком значительном расстоянии от суши? Мог ли здесь когда-то находиться город? Научные дебаты развиваются. Одни исследователи предполагают, что это остатки Атлантиды, другие же скептически относятся к этой теории. С течением времени вокруг проекта возникают споры. Конспирологи и искатели приключений стремятся заполучить древние сокровища. Некоторые утверждают, что Атлантида могла обладать технологиями, способными изменить мир. Это вызывает опасения о возможном использовании таких технологий в разрушительных целях. Разделение мнений между учеными создает напряженность в команде. Возникает также вопрос о том, как город мог быть затоплен. Геологи выдвигают версии о тектонических процессах или катастрофических наводнениях как причинах гибели. Данные о климатических изменениях и возможных природных катастрофах, таких как цунами, также активно обсуждаются. Местные мифы о громких звуках, доносящихся из глубин, добавляют интригу к исследованиям. Научная команда сталкивается с трудностями, такими как подводные течения, мешающие работе. В это время появляется информация о странных явлениях, вспышках света и звуках, исходящих из глубины океана. Эти события вызывают страх и недоумение среди исследователей, усиливая напряженность в команде. Слухи о том, что в этих водах скрывается нечто большее, чем руины, начинают распространяться. Несмотря на все трудности, команда продолжает свои усилия. Каждый новый факт углубляет конфликт между стремлением к открытию и страхом перед тем, что может быть найдено. Исследования Атлантиды продолжаются, и вопрос о том, что скрывает морская бездна, остается открытым. Каждый шаг приближает к разгадке древних тайн, но также указывает на возможные опасности, ожидающие на дне океана. Раскопки в Тикале и поиски Атлантиды переплетались, когда ученые начали обнаруживать неожиданные связи между двумя цивилизациями. Внезапно, в процессе анализа артефактов, найденных в подводных руинах, исследователи наткнулись на уникальные символы, которые совпадали с древними письменами майя. Обнаружение этих знаков стало настоящей сенсацией, бросив свет на возможные связи между исчезнувшими культурами. Команда решила провести совместные исследования. Специалисты по майя и подводные археологи объединили усилия, чтобы разгадать загадки, которые могли указать на общие корни или влияние. Сравнительный анализ артефактов показал, что некоторые из найденных предметов, таких как украшения и керамика, имели схожие стилистические элементы с изделиями, найденными в Тикале. Тем временем слухи о природных аномалиях вокруг Багамских островов продолжали нарастать. Местные жители сообщали о странных вспышках света и таинственных звуках, которые, по их словам, исходили из глубин океана.
Вскоре команда исследователей решила организовать специальную подводную экспедицию для выяснения причин этих явлений. В ходе погружения на значительную глубину встал вопрос о том, что именно скрывается под водой. При помощи современных технологий исследователи начали сканирование дна и вскоре наткнулись на обширные подводные структуры, напоминающие руины зданий. При близком рассмотрении стало очевидно, что это не естественное образование. Геометрические формы и прямые линии указывали на человеческое вмешательство. С каждой новой находкой напряжение в команде росло. Внезапно погружение было прервано, когда подводный робот зафиксировал мощное электромагнитное поле в определенной зоне. Это явление вызвало сбои в работе оборудования и заставило команду вернуться на поверхность для анализа данных. В ходе обсуждения один из ученых вспомнил о древних текстах майя, в которых упоминалось о мощных энергетических источниках, способных изменять пространство и время. Ученые начали строить теории о том, что эти источники могли находиться в затопленном городе. После анализа всех данных и информации команда приняла решение вернуться в подводные структуры. На этот раз они были вооружены новыми теоретическими концепциями и готовы к дальнейшим открытиям. Погружение стало поистине судьбоносным. Они встретили нечто потрясающее — руины величественных зданий, которые явно имели сложную архитектуру, подобную той, что существовала в Тикале. Однако напряжение достигло своего пика, когда один из ученых обнаружил странные устройства, которые выглядели как высокотехнологичные артефакты. Они не соответствовали ни одной из известных цивилизаций и вызывали вопросы о том, какую именно силу они могли обладать. Команда пришла к выводу, что вокруг Атлантиды, возможно, существовала не только цивилизация майя, но и другие, неизвестные общества, которые могли быть более развитыми, чем считалось ранее. Секреты, которые хранила морская бездна, начали раскрываться, но одновременно с этим появлялись новые вопросы. Как эти технологии могли быть использованы? И если у цивилизации майя были связи с затонувшими городами, что еще могли скрывать древние мифы? Эти открытия предвещали не только научные революции, но и возможные опасности, которые могли угрожать современному миру. Каждый новый день был полон неизведанных тайн, и исследователи ощущали, что на грани большого открытия, способного изменить наше понимание истории. Научная команда, осознав масштабы своих открытий, решила организовать международную конференцию по результатам исследований подводных структур у Багамских островов и артефактов, найденных в Тикале. В ходе обсуждений ученые пришли к выводу, что найденные орудия могут представлять собой ключ к разгадке более широкой исторической картины. Они начали анализировать артефакты, которые могли свидетельствовать о взаимодействии различных цивилизаций. Важными находками стали керамические изделия, украшенные символами, схожими с теми, что использовались майя. Научные публикации о связи с древними технологиями привлекли внимание исследователей и историков по всему миру. Среди них начали появляться новые гипотезы о возможных путях миграции и обмена знаниями между цивилизациями. Информация о подводных структурах также вызвала интерес у журналистов и общественности. Спекуляции о возможных древних технологиях и их значении стали активно обсуждаться. Одновременно с этим возникли опасения. Некоторые ученые предостерегли, что раскрытие таких знаний может быть использовано в разрушительных целях. В результате возникли дебаты о том, как следует обращаться с такими открытиями. Научная команда решила создать международный консорциум, состоящий из представителей разных стран, чтобы обеспечить защиту находок и способствовать этичному использованию открытий. Были разработаны протоколы для дальнейших исследований, которые должны были гарантировать, что открытия будут использоваться с умом и осторожностью. Внимание к древним цивилизациям выросло, общественность стала больше интересоваться их наследием и влиянием на современность. Мифы о потерянных городах вновь обрели актуальность. Если вам интересны древние технологии и мифы о потерянных городах, не забудьте подписаться на наш канал, ведь кто знает, может мы откроем что-то вроде технологий древности для чайников. А если наше творчество вам по душе, поддержите проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Вместе мы сможем исследовать еще больше загадок истории. Исследования продолжались, и каждая новая находка добавляла штрихи к пониманию того, как древние культуры влияли на наше время. С каждым новым открытием стирались границы между легендами и историей. Тайны, хранившиеся в недрах земли и моря, стали доступны для изучения, однако их изучение требовало не только научного подхода, но и моральной ответственности.
Консорциум начал работать над проектами, направленными на сохранение культурного наследия и образование для будущих поколений. Таким образом, тайны забытых городов вышли на свет. Открытия не только добавили новые факты в историческую летопись, но и напомнили человечеству о важности сохранения знаний. Вопрос о том, что мы узнали, остается открытым, подчеркивая нашу жажду знаний и стремление понять свое место в истории. Исследования продолжаются, и каждый шаг приближает нас к новым открытиям, которые могут изменить наши представления о древних цивилизациях и их наследии.